Сулу-Ада по-турецки означает «водный остров». Это название он получил относительно недавно из-за найденного источника пресной воды. Это излюбленное место для туристов в южной части Турции, буквально в 100 километрах от города Кемер. Сулу-Ада – это полностью необитаемый остров. Да, здесь никто не живет. Здесь абсолютно ничего нет, кроме деревьев, скал, моря и прекрасного пляжа. Вы спросите, а зачем ехать на какой-то остров, чтобы увидеть море и пляж? Турция богата буквально в каждом отеле, в каждом месте своим прекрасным морем, прекрасными видами. Но нет, именно сюда тысячи туристов приезжают за новыми ощущениями. Если в Египте туристы выезжают глубоко в море на яхтах и катерах для того, чтобы покупаться, пофотографировать красивых рыбок и кораллов, то на остров Сулу-Ада едут немножко за другим. Поэтому я приглашаю вас сегодня на экскурсию на этот остров, посмотреть действительно, где говорят, что это турецкие Мальдивы, я там ни разу не был. Давайте вместе с вами посмотрим. Плыть мы будем вот на таком вот кораблики. Тут их очень много, я смотрю. Они все отправляются в ту же сторону. И сейчас мы попробуем туда вскарабкаться. Да, заход немножко такой своеобразный. На этом двухпалубном катере мы сегодня с вами совершим поездку к турецким Мальдивам. Раздали браслеты. Синие и желтые. Синие браслеты – те, кто заказывал рыбу. Желтые браслеты – те, кто заказывал курицу на обед. Чтобы не перепутали. Как остров он называется? Сулаида, да? Салуида или Силуида. Тоже можно дойти до Зинаида, Сулуида, Сулуада на самом... Сумамеда. Сулуада называется. Это похоже на соревнование. Кто первым прибежит, какая яхта прибежит первой на остров. Кто займет лучшие места. Следите за нашим репортажем. Подписывайтесь на канал, пока мы плывем. И дальше вы увидите, что означают турецкие Мальдивы. Просто удивительно. Такое количество суден пытаются как-то вот уместиться на маленьком пляжике. Тут еще главное, чтобы никто не попал под винт. Просто огромное количество, большие, маленькие, и как напоминают какую-то парковку возле Ашана по количеству лодок на квадратный метр. Лодочки-то не маленькие. Вода чистейшая, смотрю на такую глубину, да, до киля, сколько там метров. Вода просто чистейшая. Эй, на буксире, держи конец, черт побери.
Вот мы спускаемся на остров Сулаида. Ой. Народу, конечно, все прибывают в одно и то же время. Она еще и качается. Блин, а тут песочек. А тут классный песочек, в отличие от Кемера. Я нашел тенечек, отличный тенечек. Такой среди каких-то скал, обломков. Здесь можно жить. Итак, почему же этот остров называется турецкими Мальдивами? Потому что здесь мягкий, приятный на ощупь, замечательный песочек. Вот поглядите. Да? То есть в отличие от Кемера, где у нас галька в основном, здесь просто идеальный песок. А вода, сейчас мы посмотрим с вами воду. Абсолютно очень мягкий, приятный вход в воду. Этот остров вулканического происхождения. Здесь когда-то был небольшой вулкан, и часть его откололась и создала вот этот остров. Только с одной стороны острова можно покупаться и позагорать на песочке. Все остальные части острова – это неприступные скалы. Причалов тут нет, и отдыхающие туристы могут только насладиться прыжками в воду прямо с борта катера и яхты. Пойдем в очередь за едой. Для получения еды мы сдаем наши, смотрим, друзья, продают браслетики. Браслетики сдаем. Это получаем. Хороший рыба. Фиш. Это нет. А? Чикен? Давай. Так. Все? А, хлеб еще, да? И булочка. И булочка. А это, карту принимаете для Пепси? Картой можно Пепси купить? Картой. А? А, есть? Хорошо.
высотень. Вот такая вот красотень у нас. Да? И после обеда мы едем, сейчас еще нас везут на другой пляж, минут 30-40 ходу от этого острова. И там еще мы где-то тоже минут 30-40 покупаемся. Говорят, тоже замечательное место. Мы вместе с вами давайте пойдем. В море говорят, не поедем. Чуть не оговорился, а пойдем. Ко второму месту нашей экскурсии. Пока вижу только галечный пляж, а там вот где-то вдалеке. Как будет происходить купание, не знаю, или просто будем прыгать с борта судна. Вот. Посмотрим сейчас. Кстати, меня больше впечатлила именно вторая часть нашей экскурсии по морю. Это я, конечно, люблю красивые виды, песочек мягкий, прозрачное море, но во второй части нас привезли просто в дикое место, где скалы, где огромные валуны, такие камни и, самое главное, гроты. До него дойти никак нельзя, дна нет. Только доплыть. Обязательно берите с собой маску и трубки. Во-первых, там вам никто не даст. Во-вторых, реальная красота, я вам сейчас покажу. Я не взял маску и трубку, но зато у меня был аквабокс на камеру, поэтому все это удалось заснять и уже посмотреть позже по приезду уже домой. И еще один небольшой нюанс: не пытайтесь залезть на валуны. Я получил несколько ссадин, то есть ты пытаешься вскарабкаться на валун, а он покрыт мелкими ракушками, и они очень колючие. Можно разорвать себе ногу, порвать там связки, ну все что угодно. Нога может соскочить, они очень скользкие. Поэтому даже не пытайтесь и не лезьте на эти валуны. Просто плавайте и наслаждайтесь.
аквабокса, показать вам эту расщелину, там глубоко и ну как бы тупик, конечно, кто-то пытался снизу залезть. Здесь такой вот прикольненький водопад, холодная вода идет сверху, все очень красиво, все природно. Ой, заливает. Вот такое вот. Еще раз сниму аквабокс, чтобы показать вам грот во всей красе. Вот на дне там огромные валуны, скользкие. Я стою буквально, ну даже не стою, а полуплаваю, потому что если я сейчас сдвинусь, блин, а невозможно. Все равно есть какое-то течение и водой сносит. Вот, ну очень красивая. Здесь же с этой стороны скала, и там тоже какая-то такая пещерка и небольшой каменистый пляж. Так, сейчас я буду опять одевать аквабокс, потому что иначе до корабля не доплыть никак. Только в аквабоксе. Вот, с аквабоксом. Вот такой вот грот очень красивый. В общем, теперь мы плывем уже на корабле. Сейчас поплывем на корабле обратно в гостиницу. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много-много всякого интересного будет. Обещаю вам, честное слово. Все, всем привет из Турции, с города Кемер.